Всем привет! Я рада, что вы зашли на мой канал. И сегодня мы с вами будем вязать вот такие снежинки. Давайте рассмотрим их поближе. Вот так выглядят с изнаночной стороны. Я их уже обработала клеем ПВА, сделала блокировку, придала им форму правильную. Очень красивые снежинки. Пользуются спросом у вязальщиц и у заказчиков. Я уже вот сделала такую пачку. В прошлом году их много продала. Вязать их легко и просто. Схема состоит из 5 рядов. Вот такие наборчики у меня уже получаются. Размер таких снежинок 13,5 сантиметров. Вязала их из ниток Анна 16. Это стопроцентный мерсеризованный хлопок. В 100 граммах 530 метров. И крючок используем 1,5 миллиметра. Схему этой снежинки я сейчас прикреплю на экране. Можете с ней ознакомиться, сделать скрин. Эти снежинки у меня уже готовы. Осталось только сделать подвесы. У меня есть вот такие золотые и серебряные нити. Потом прикрепим к одному из кончиков. И уже можно будет вешать их и украшать наш дом и елочку. Так, ну давайте приступим. Итак, делаем начальную петлю. Можно начинать вязание со скользящей петли, но мне больше нравится с цепочки из воздушных петель. Итак, делаем 5 воздушных. 1, 2, 3, 4, 5. Замыкаем в колечко в первую воздушную петлю с соединительным столбиком. И вяжем первый ряд 3 воздушные петли подъема. 1, 2, 3. Это начальный столбик с накидом. Накид. И в колечко провязываем столбик с накидом. Хвостик мы сразу будем обвязывать, чтобы потом его не прятать. Провязали 2 столбика с накидом. 3 воздушные петли. Арочка. 1, 2, 3. И в колечко снова провязываем 2 столбика с накидом. Так, накиды сейчас мы тут ровно уложим, чтобы все столбики были одинаковой высоты, ровненькие. Провязали 2 столбика. 3 воздушные. 1, 2, 3. Снова 2 столбика с накидом в колечко. Не забываем обвязывать хвостик. Первый столбик, второй столбик. Мы с вами провязали 3 пары столбиков, а у нас должно их быть 6. Давайте провяжем еще 3 пары. Между ними не забываем делать арки из 3 воздушных петель. И встретимся. Провязали последнюю пару столбиков. И вместо последней арки провязываем столбик с накидом. В вершину начального столбика 1, 2, 3 в 3 воздушную петлю подъема. За 2 петелечки цепляем, чтобы петелька у нас не вытягивалась. Формируем арочку. Вот так. Первый ряд у нас готов. Вяжем второй ряд. 3 воздушные петли. 1, 2, 3. В эту же арку провязываем столбик с накидом. Теперь в следующие 2 столбика по столбику с накидом. В первый столбик, вот куда мы делали арку, формировали этот столбик, провязывали с накидом. В 3 воздушную петлю подъема. Это у нас первый столбик с накидом. И следующий столбик во второй столбик с накидом. В следующую арку 2 столбика с накидом.
Провязали 6 столбиков подряд. 3 воздушные петли, 1, 2, 3. В эту же арку провязываем 2 столбика с накидом. Первый, второй, теперь в следующие 2 столбика по столбику с накидом. Третий, четвертый. И в следующую арку 2 столбика с накидом, 5 и 6. Вот так, провязали 6 столбиков. 3 воздушные, арочка. И снова вяжем 6 столбиков. Все, продолжаем вязать по рисунку и встречаемся в конце ряда. Провязали последнюю группу из 6 столбиков с накидом. 2 последних столбика у нас в первую арочку сделаны. И вместо арки из 3 воздушных провязываем также столбик с накидом в вершину начального столбика. Формируем арку. Если вы вяжете столбик более свободный, можно делать одну воздушную петлю и полустолбик с накидом вместо арки. Ну, это кому как удобнее. У меня так получается ровнее. Так, вяжем третий ряд. Воздушная петля подъема, столбик без накида в эту же арочку, которую мы формировали, последняя. 6 воздушных петель, цепочка, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Делаем 3 накида, пропускаем 2 столбика, 1, 2, и в следующие 2 столбика провязываем по столбику с 3 накидами. Первый столбик с 3 накидами, это в третий и в четвертый. Снова делаем 3 накида и вяжем второй столбик с 3 накидами. Шесть воздушных, 1, 2, 3, 4, 5, 6. В следующую арочку столбик без накида, 6 воздушных, 1, 2, 3, 4, 5, 6. И теперь снова в третий и четвертый столбик по столбику с 3 накидами. Провязали. Далее 6 воздушных петель, 1, 2, 3, 4, 5, 6. В следующую арку столбик без накида. Все, продолжаем вязать самостоятельно. Подошли к концу ряда, провязали последнюю арку из 6 воздушных петель и делаем соединительный столбик в начальный столбик без накида. Третий ряд у нас готов. Вяжем четвертый ряд, воздушная петля подъема, столбик без накида в этот же столбик. Выполнили начальный столбик без накида. Далее 8 воздушных петель, цепочка, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Накид. И в следующий столбик с 3 накидами провязываем столбик с накидом. В следующий столбик с 1 накидом.
И снова 8 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Столбик без накида в следующий столбик без накида. Вот такой у нас получается лучик у снежинки. Все, продолжаем вязать по рисунку и встречаемся в конце ряда. Провязали последнюю арку из 8 петель и соединяем вершину начального столбика без накида. Так, соединили. Четвертый ряд у нас готов. Вяжем пятый ряд. Снежинка состоит из 6 рядов. Я, кажется, вначале оговорилась, сказала, что из 5 и 6 рядов. Так, воздушная петля подъема, столбик без накида сюда же, в этот столбик. Далее 10 воздушных петель арочки теперь у нас идут. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. И в следующие 2 столбика с накидом провязываем по столбику с накидом. Первый и второй. 10 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Столбик без накида в следующий столбик без накида. Вот такие лепесточки у нас. Все, продолжаем вязать самостоятельно. Подошли к концу ряда, провязали цепочку из 10 воздушных петель и соединяем в начальный столбик без накида соединительной петлей. Пятый ряд у нас готов. Вяжем последний, 6-й ряд. Давайте посмотрим на схеме. Вот у нас последний ряд. Так, сейчас крючок возьму. Вот здесь они предлагают вязать пико и в уголочке между лепестков. Но я решила вот эти пико не провязывать, а делать просто по 3 с каждой стороны. Мне кажется, он лишним здесь. Я делаю и такой вариант, и такой. Вот на этой снежинке сделала в уголочке пико. Так, на темном фоне покажу. Но мне кажется, тут какая-то каша-малаша. Я решила не делать. И вот как смотрится снежинка без этого пико на внутреннем уголочке. Но это вам решать, как вы будете. Итак, продолжаем нашу работу. Делаем соединительный столбик в следующую арку. 1 воздушная петля подъема и столбик без накида в эту же арку. Выполнили начальный столбик и еще 2 столбика без накида сюда же. 1, 2. Обвязываем арку из 10 воздушных петель. Провязали 3 столбика. Далее пико из 3 воздушных петель. 1, 2, 3. Соединяем вершину последнего столбика без накида соединительной петлей. И провязываем в арку еще 3 столбика без накида. Обвязываем арочку. 1, 2, 3. Снова делаем пико из 3 воздушных петель. Соединили. Снова 3 воздушные. И опять третье пико делаем.
такой же из 3 воздушных петель. Вот так. Снова 3 столбика без накида в эту же арку. И мы подошли к вершине лепесточка. Набираем цепочку из 7 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. И делаем соединительный столбик в первую воздушную петелечку. Теперь 9 воздушных. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. И соединяем в первую петелечку на этой цепочке из 9 воздушных петель соединительной петлей. Снова 7 воздушных. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. И соединяем также в первую воздушную петелечку на цепочке из 7 воздушных. Вот так у нас гребешок получился. Так, переходим к следующей арке и провязываем в нее 3 столбика без накида. Обвязываем другую сторону лепестка. Пико из 3 воздушных петель. Три столбика без накида сюда же в эту арку. Снова пико. Три столбика без накида. И третье пико на этой стороне. Последние 3 столбика без накида в эту арку. И переходим к следующей. И также обвязываем ее аналогично этому лепесточку. Все, продолжаем вязать. Обвязываем все 6 лепестков. Подходим к концу ряда, делаем соединительный столбик в первый столбик без накида. Если вы хотите делать пико, то можно сейчас сделать пико и дальше переходим на второй лепесток, про который я говорила, который я решила не провязывать. Но вы можете его сделать сейчас. Все, довязываем снежинку, ставим на блокировку. Я сразу их несколько штук навяжу и потом конвейер у меня сразу ставлю все на блокировку. Так, получится вот такие у нас замечательные снежинки. На вязание одной у меня примерно уходит 30-35 минут, я засекала времени. Пишите в комментариях, сколько времени требуется вам, чтобы связать одну снежинку. Ну, я вяжу не с пихом обычно. Так, вот такие красивые снежинки у нас с вами получатся. Главное красиво сделать блокировку, расправить все элементы, уголочки, пико. Все аккуратненько фиксируем. Не жалеем время на блокировку, ведь из-за нее и внешний вид снежиночки зависит. Если вам понравилось это видео, ставьте большой пальчик вверх. Не забывайте подписываться на мой канал. Вяжите с удовольствием. Всем ровных петелек и до новых встреч!